Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю приготовить закуску, которая всем вам хорошо известна. Это еврейская закуска. Готовится очень быстро и легко и сметается со стола практически, одной из самых первых. Поэтому это говорит о чем? О том, что она очень вкусная, популярная, и ее нужно приготовить обязательно. Так вот, думаю, что такое прочтение вы еще не видели. То ли конфета, то ли трюфель, может, какая рафаэлка с орешком. А нет, это еврейская закуска. Ну что, приготовим? Для приготовления еврейской закуски нам понадобится 270 граммов плавленного сыра, 2 вареных яйца, майонез, буквально 40-50 граммов, 2 зубчика чеснока. Чеснок, конечно же, по вкусу вы добавляете, может, кто-то любит поинтенсивнее. Белый хрен, буквально 1 чайная ложка, это приблизительно 5-7 граммов. 50 граммов обжаренных грецких орехов и соль по вкусу. Натираю на мелкой терке сыр. Сюда же натираем яйца. Беру чесночок, разрезаю его вдоль и достаю эту сердцевинку. Выдавливаем чесночок. Сюда же отправляем белый хрен. Я очень люблю в эту закуску добавлять совсем чуть-чуть хрена, попробуйте, вам должно тоже понравиться. Так, и майонез. Оп. И по необходимости, если вам так нравится, можно добавить совсем немножко соли. У меня, в принципе, по соли практически все хорошо, но чуть-чуть не хватает. Я люблю подавать эту закуску в виде шариков, которые обваливаю в обжаренном грецком орехе. Очень рекомендую вам тоже попробовать такой вариант, очень вкусно. Грецкие орехи я обжарила в разогретой до 170 градусов духовке буквально 12, максимум 15 минут. Отправляю в зип-пакетик такой. Оп. Можно блендером это сделать, можно чуть-чуть пошуметь, и дроблю орешки. Вот такая крошечка получилась. Руки я смазала чуть-чуть растительным маслом. Так. Беру небольшое количество закуски, скатываю в шарик и обваливаю в крошки из грецкого ореха. Вот такая красота получается. И даже закуска у меня в виде конфетки. Наша еврейская закуска готова. Можно пока убрать в холодильник и приступить к приготовлению следующей закуски. Друзья, вот такой, хотела сказать, десерт у нас сегодня получился. Вот такая закуска у нас сегодня получилась. Надеюсь, я вдохновила вас приготовить эту закуску дома. А больше рецептов вы, конечно же, найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Если видео было вам полезно и интересно, и вы хотите узнать больше, то подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе.